Есть в мире город-государство, самое маленькое независимое государство на планете, но являющееся очень могущественным, святейшим центральным органом католической церкви, резиденцией Папы Римского – Ватикан. Это государство находится посередине Рима в Италии, но имеет собственную власть в лице папы и кардиналов, а также банковскую и охранную системы. Много споров и загадок крутится вокруг Ватикана. Они затрагиваются в разных произведениях, включая всем известные романы Дэна Брауна. Территория очень маленькая, почти полквадратных километра, но здесь присутствуют и музеи, и площадь с фонтанами, и сады, и базилика, и собственная полиция. Музеи Ватикана. Здесь собраны фрагменты истории древности и культурного наследия со всего мира. Египет, Греция и, конечно же, Великая Римская империя. Между проходами в музее расположен двор Пенини. Здесь можно отдохнуть в кафе и можно увидеть интересную скульптуру, которая называется «Сфера в сфере». Это наш мир внутри Вселенной. Обычно эта сфера вращается, но, видимо, сегодня у нее выходной. Из любого окна в музее открывается шикарный вид на Рим. И скажу вам, очень трудно, осматривая музей, не пропустить какую-либо комнату, особенно при потоках людей в некоторых залах. О, узнаете? Персей с медузой Горгоной. Ну а здесь, видимо, герои полоскали свои достопримечательности. В смысле, плескались после совершения подвига. Несмотря на то, что Ватикан — это религиозный центр, здесь собрано очень много мифологических и языческих памятников древности. А сопровождают эти памятники красивейшие росписи, орнаменты и мозаики. Далее следует очередной сегмент с экспонатами, такими как гробницы, памятники и предметы быта. Даже древние украшения из золота и драгоценных камней.
Пройдя часть с памятниками, я попал в музей искусства Рафаэля Санти, где собрана масса произведений и расписаны потолки и стены. Музей выстроен как длинный коридор, поэтому люди здесь долго не задерживаются, чтобы рассмотреть. Медленный поток людей напомнил мне сцену фильма про зомби. Но ничего не поделаешь, желающих увидеть шедевры своими глазами огромное количество. А Ватикан таким образом зарабатывает на содержание этих шедевров и является, несомненно, одной из влиятельнейших религиозных структур в мире. И вот, подумал я, знаменитая Сикстинская капелла. Святейшее место, в котором избирается глава католической церкви Папа Римский. Но оказалось, что здесь запрещено снимать видео и фотографировать. Ловкость рук и немного наглости, и кое-что все же удалось оставить на память. Да простят меня правоохранители Ватикана. Здесь можно посидеть, посмотреть, а рассматривать здесь есть что, поверьте. На протяжении почти 70 лет здесь трудился известный художник Микеланджело Буонаротти, росписи которого украшают это место. Некоторые изображения кажутся даже трехмерными. Удивительно, как получается достичь такого результата кистью. Вырвавшись на свежий воздух, можно отдышаться от пережитого экстаза среди такого скопления шедевров. It's like everybody in this party shining like Illuminati. Остается последний рывок. Самое главное здание Ватикана – Базилика Святого Петра и одноименная площадь. Здесь всегда масса туристов, но 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям, собирается невообразимое количество людей, которые приходят на службу. Службу, которую проводит сам Папа Римский. Внутри собора безумно красиво, хочется посмотреть каждый уголок, пройтись по катакомбам, в которых захоронены бывшие первые лица Ватикана. Только подумайте, сколько их здесь было. Oh, Alleluia.
противоположной от входа стороне по центру находится огромный алтарь. Именно здесь в 2018 году проходила ночная рождественская месса. А еще это место очень легко узнать в фильме по роману Дэна Брауна «Ангелы и демоны», потому что развязка сюжета происходит именно здесь. Если кто не смотрел, очень советую глянуть эти фильмы. Завершу эту увлекательную прогулку по Ватикану на главной его площади – площади Святого Петра. Это единственное место Ватикана, не огражденное высоким забором, а значит, зайти сюда беспрепятственно может каждый. Естественно, оно охраняется усиленно полицией, карабинерами и даже военными. Здесь очень красиво, просторно и есть собственное почтовое отделение. У меня лично осталась масса положительных впечатлений. Я бы с удовольствием это все увидел еще не один раз. Как обычно в заключении скажу, что здесь невероятно красиво, место обязательно к посещению, особенно если вы уже в Риме. И хотя формально государство Ватикан существует всего с 1929 года, у него колоссально богатая история становления как святейшего престола католической церкви. Свои неразгаданные тайны, великая библиотека, собрание шедевров искусства и, конечно же, Папа Римский, человек, который избирается советом кардиналов на пожизненное правление. Он является понтификом, патриархом или просто отцом католиков, епископом Рима и главой государства Ватикан. Созвать новый конклав для избрания может только его смерть или отречение, что в истории случалось всего один раз. Кстати, в прошлом десятилетии. На этом все. Пока.